В 2016 году компания под названием Hi-Fi Man выпустила наушники Edition X, а в 2021 году презентовала обновленную их версию Hi-Fi Man Edition XS, о которой, конечно же, сегодня и пойдет речь. Они имеют действительно хорошие долговечные материалы и удобную посадку. Я уже обозревал двое наушников от этого бренда, и в обоих случаях я был приятно удивлен звучанием. Но как себя покажет их топовая модель Hi-Fi Man Edition XS, сейчас я расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня я буду рассказывать вам уже о аудиофильском устройстве чистой воды. Не только по внешнему виду, не только по спекам, но и по стоимости и в принципе по ощущениям от публики, которая интересуется подобными гаджетами. Подобных брендов у меня было мало, но у этого бренда это получается уже третьи наушники у меня. Почему, вы, я думаю, поймете. Неплохо зашли прошлые два ролика, и барабанная дробь, наконец-то, вопреки всему, несмотря ни на что, с последующим тестированием комбайном K5 Pro от того же FIR. Что у нас интересного? Это Edition XS от Hifman. Насколько они круты? И кого они копируют, я вам говорить не буду. Круты они по максимуму. Похожи ли они на определенные бренды, супер-мега топовые, у которых еще нолик в стоимости у подобных наушников? Да. Но и эти наушники не дешевые. Коробочка мне, в принципе, нравится. Дальше. Что у нас интересного? Это рассказ про то, как все это работает. Наушники открытого типа, полноразмерные. QR-код. И документация с рассказом про то, какие наушники в принципе делают Hi-Fi Man, какие модели, что является апогеем. И, как вы видите, в 2021 году самые последние, самые крутые были как раз XS. Именно сегодня их я и распаковываю. Но здесь уже чуть-чуть другая подача, ощущаете? То есть это уже не пластик, хотя внешне они очень даже похожи. Амбушюры уже выглядят приличней. Кабель Г-образный с возможностью подключать по мини-джеку. Здесь у нас left и right на тоже 3,5 мм. Здесь у нас обозначение чашек указаны, получается, здесь внутри оголовья. Надену. Не побегаешь, но ощущение, конечно, классное, когда понимаешь, что у тебя за девайс на голове. Ничего больше здесь не запихали. Радуйтесь, как говорится, тому, что есть. Один кабель, одна документация и одни супер-мега топовые наушники. Взвешу их, потом буду тестировать, а потом буду вам рассказывать. 411 граммов. Сразу претензия, чтобы вы не подумали, что здесь все прям волшебно по пластику. Вот здесь у оголовья мне оно не нравится. Что и как звучит, я вам обязательно расскажу. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band в 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Сегодня, к слову, начинается распродажа Poco F4 GT, который то же самое, что Redmi K50 Game Edition, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Если вы смотрите этот ролик, то, скорее всего, сейл уже начался, я все равно приобрету поковский смартфон и посмотрю, чем же все-таки, может быть, он отличается по цвету хотя бы. Перейдем же к наушникам. Полетели. Данные наушники являются планарно-магнитными с открытой спинкой. Наушники открытого типа, полноразмерные. Поставляются они только в черной расцветке. Дизайн не сильная сторона данных наушников. По мне, выглядят они как типичные уши. На чашечках есть серебряные решетки, которые сразу же бросаются в глаза. Кого они копировали, я думаю, вы и так догадались. Но получилось, к слову, неплохо. Материалы, возможно, и качественные, но тактильно не самые приятные, и некоторые части этих ушей выглядят откровенно дешево. Изготовлены они из глянцево-зернистого пластика и матового металла. Сборка великолепная, и к ней вопросов у меня вообще никаких нет. Далее, оголовье мягкое, внутри находится пена с эффектом памяти, обшитая черным матовым материалом. Насчет долговечности материалов я не сомневаюсь. Как по мне, если правильно эксплуатировать данные наушники, они прослужат очень долго. Оголовье
изголовье имеет 8-ступенчатую регулировку, а чашки могут выравниваться не только вертикально, но есть небольшой угол для выравнивания по горизонтали. Сила зажима довольно легкая. Сами чашки яйцевидные, и они прям огромные, я бы сказал. Их размер составляет 133 мм на 98 на 14,5 мм, любые уши войдут. Амбушюры более мягкие, чем оголовье, и вдобавок упругие. Качество амбушюр меня порадовало. Также на чашках расположили два разъема мини-джек на 3,5 мм, и на оголовье есть название производителя, модель наушников и маркировки, соответственно, left и right. Далее, сидят наушники комфортно. Лично я не расширял оголовье. Я бы мог сказать, что их удобно носить поверх шапки, но кто же будет слушать музыку на улице в этих наушниках? В наушниках открытого типа никто на улице музыку не слушает. Я прослушивал музыку в них более 2 часов в домашних условиях на 50% громкости со своими источниками и дискомфорта не ощутил. Какие источники, скажу в конце. Уши от звучания не устали, заниматься какой-то активностью в этих ушах неудобно, так как их нужно постоянно поправлять. Нужно сидеть и наслаждаться. Если просто наклонить голову слегка вниз, то они соскальзывают, лично у меня. Но я думаю, что у большинства людей дела обстоят так же. На шее носить их совсем неудобно из-за размеров чашек. Думаю, вы и так догадались. Шумоизоляция логично практически отсутствует, что неудивительно, так и должно быть. И утечка звука также присутствует. Так что люди, которые находятся рядом, будут отчетливо слушать музыку, проигрываемую через наушники. Вдруг кто не знал, хотя большинство, когда покупает такие топовые уши, уже в курсе. Летим дальше. Hi-Fi Man Edition XS имеют технологию Stealth Magnet и диафрагму Neo Super Nano. Частотный диапазон нестандартный и точно с запасом от 8 Гц до 50 кГц. С серьезным таким запасом. Импеданс целых, барабанная дробь 180 Ом. Не всякая штука может их раскачать, как вы понимаете. Чувствительность 92 дБ. TRC кабель с резиновой оболочкой в длину 1,5 метра. Свою функцию выполняет хорошо, хоть и внешне он не презентабелен, откровенно. Штекер, к слову, Г-образный, что лично для меня является более удобным вариантом, чем прямой штекер. Летим дальше. Чтобы сформулировать свое мнение о звучании Hi-Fi Man Edition XS, я использовал в основном Combine FIA K5 Pro и иногда Shanling M8. По итогу можно сказать, что наушники имеют нейтральный звуковой профиль, громкости более чем достаточно, но опять же все зависит от источника. Звучание великолепно сбалансированное, так как частоты не залазят друг на друга. Басов, разумеется, слегка не хватает, но для открытых наушников это нормально. Лично для меня это огромный плюс. Средний бас, разумеется, в наличии. Для любителей хип-хопа и подобных музыкальных жанров басов будет не хватать, даже если вы будете эквалайзер выкручивать. Средние частоты великолепные, как и высокие. Они полностью достраивают всю картину. Сцена широкая и довольно естественная. Полное ощущение пространства присутствует. Вокал звучит отчетливо и ясно. Струнные инструменты отыгрывают просто великолепно. Инструментал в целом мне очень понравился. Детальность присутствует, как и микродетальность на уровне максимум. Опять же, в моем понимании и с моими источниками. При прослушивании музыкальных композиций с хором Edition XS предоставляют возможность различить голоса в хоре, притом понять, где какой из них находится. График АЧХ вы можете наблюдать на экране, однозначно кому-то он поможет. Хотя вы все прекрасно знаете, что любые подобные наушники нужно слушать с источником и долго. Минусы. Материалы внешне выглядят дешево. Дизайн лично мне не особо зашел, хотя, опять же, смотря как смотреть. Если вы хотите, чтобы это выглядело как что-то очень дорогое, они выглядят как очень дорогое. Чашки, как по мне, слишком большие, так как нет возможности компактно их сложить для переноски. И даже чехла не положили за эту стоимость. И самый главный минус, разумеется, это ценник. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Кто разбирается, тот поймет, что они своих денег стоят. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте добавиться в болталку, нас там почти 8000 человек. И я там выгружаю эксклюзивные ролики. Допустим, вчера я рассказывал, почему на Алиэкспрессе не все виды оплаты проходят, как покупать дешевле, что у нас с доставкой, почему все тормозит и вообще, в принципе, про технологии. Резюмируя, Hi-Fi Man Edition XS рекомендую приобретать людям, которые нуждаются в хорошем звуке, даже несмотря на все остальные минусы. Я лично более чем доволен то, как они звучат, но полноценной нирваны от наушников, разумеется, я не получил, так как в любом устройстве, помимо функционала, есть еще куча нюансов, таких как дизайн, удобство, материалы и подобное. Плюс я все-таки за басхедные и закрытые. А эта штука, это уж прям для совсем аудиофилов-ценителей. Единственное могу сказать, по звуку они справились на все 100. Если вы хотите прикоснуться к аудиофильскому миру, это великолепный вариант. Девайсу за звучание да, за все остальное, разумеется,
разумеется, учитывая ценник, нет. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить для обзора. Добра и удачи вам, дорогие друзья.